Как Тансан относится к Хуэйхао? Одобряет ли его как возлюбленного Ван Дунэр или Танутун, своей дочери? В оригинале Хуэйхао столкнулся с жесточайшим испытанием от Тансана. Да что там говорить, Хуэйхао буквально умирал сотни раз. Давайте рассмотрим, что же произошло. В долине Инь-Янь, проверяющей любовь, когда Ван Дунэр пожертвовала собой, Хуэйхао находился на волосок от смерти. В предыдущем видео мы рассмотрели, почему Ван Дунэр умерла, и долина не смогла ее воскресить. Это было ее испытание с Ван Цюэр. Но у Хуэйхао все было совершенно иначе, поскольку он встретился с Тансаном лицом к лицу. Его испытание проходило в бескрайнем золотом дворце. Издалека он увидел человека, покрытого слабым голубовато-золотым светом. Хуэйхао спокойно спросил: «Кто вы? И каково мое испытание?» И начал осматривать этого человека духовным обнаружением. Хуэйхао предположил, что он может быть врагом, а не другом. Но Хуэйхао даже своей мощной ментальной силой не смог ощутить присутствие этого человека. Нетрудно догадаться, что это был Тансан. Голос прозвучал: «Тебя зовут Хуэйхао?» Этот неизвестный человек имел пугающую ауру, но Хуэйхао мог сказать по своему опыту: долина не дала бы ему задачу, которую невозможно выполнить. Испытание называлось «Приключение искренности». Тансан сказал: «Ты должен бороться со мной, старайся изо всех сил, чтобы победить меня». Хуэйхао был на мгновение ошеломлен. Он не ожидал оказаться в такой ситуации. Человек вообще ничего не объяснял. Он сказал только о борьбе. Да, Тансан на уровне бога-короля испытывал Хуэйхао лично и решил побороться с ним. Синяя фигура Тансана внезапно двинулась. У нее не было особой ауры, но Хуэйхао не знал, как ему защищаться. Ведь тот человек был словно шар воздуха, будто его вообще не было. Золотая ладонь тени точно врезалась в грудь Хуэйхао. В следующий момент Хуэйхао почувствовал ужасающую ауру, которая пронзила его сердце и взорвала кости у него в груди. В этот момент он отчетливо слышал, как все кости его тела потрескались, словно фейерверк. Безнадежность и смерть – вот и все, что осталось. Хуэйхао превратился в бурю крови и плоти, которая разлетелась во все стороны. Тем не менее, в этот момент чистый белый свет внезапно вспыхнул, и душа Хуэйхао начала собираться снова. Хуэйхао снова появился в этом огромном дворе, после того, как был разбит на куски. Тем единственным ударом ладони словно ничего не произошло. Хуэйхао умер, его душа была снова объединена, и он вернулся к жизни. Это чувство, что его тело было разбито на куски и вновь собрано, глубоко запечатлелось в душе Хуэйхао. И он испытал смерть, безнадежность и сильную боль в течение этих нескольких коротких секунд. Хуэйхао был совершенно безжизненным и вялым, когда его тело восстановилось. Но на удивление он мог ходить, проблемы с его ногами и рукой исчезли. Ему было очень непривычно внезапно снова передвигаться самостоятельно, и он был в восторге. Что же сделал Тансан дальше? Все совершенно то же. Мощный удар, и тело Хуэйхао было взорвано вдребезги, и его душа на мгновение дрейфовала в воздухе, прежде чем его снова собрали. Голос сказал: «Я очень разочарован в тебе. Ты потерял мужество, чтобы сражаться». Хуэйхао потерял дар речи. Он прошел путь от жизни к смерти и наоборот. После всего этого, состояние его ума не могло быть нормальным и стабильным. Теперь Тансан не атаковал, а просто тихо стоял. Хуэйхао несколько минут приходил в себя. Он обнаружил, что не может использовать ни свои навыки, ни ментальную силу. Единственное, что у него было, это кулаки. Тансан просто отмахнул его удар, и Хуэйхао мгновенно рассыпался в прах, прежде чем его снова собрали. Так продолжалось бесконечно долго. Хуэйхао хотел вызвать Снежную Деву или Ледяного Шелкопряда, но никак не мог установить связь со своим ментальным морем. Хуэйхао восстановился намного быстрее, чем в прошлый раз, и он больше не бросался вслепую на фигуру Тансана. Вместо этого он пытался найти решение. Он пробовал сбежать, но не получилось. Тогда что делать? Значит ли это, что он должен превращаться им в пыль до бесконечности? Нет, должно быть какое-то решение. Долина Инь-Янь, проверяющая любовь, не дала бы невыполнимую задачу. Хуэйхао начал размышлять. Агония смерти и перерождения стала слабее. Душа Хуэйхао как будто стала крепче. Он сразу же бросился на голубоватую фигуру, как только восстановился. С одной стороны, все это кажется слишком жестоким, но у Тансана действительно была цель, и в итоге это испытание принесло пользу Хуэйхао. Ван Дунэр и Ван Цюэр увидели, как в небесах среди золотого света одна фигура быстро приближалась к другой. Однако первый отбрасывал второго каждый раз. Кровь постоянно текла из его тела.
Тем не менее, он продолжал настойчиво вставать и бросаться на призрачную фигуру. Наконец, сине-золотая фигура подошла к Хуихао, и в его руке появился сияющий трезубец. Ван Дунер и Ван Цзюэр смогли увидеть испытание Хуихао. Вдвоем они закричали. Им нужно было решить, кто из них умрет, чтобы спасти Хуихао. А в это время Хуихао все снова и снова умирал и собирался заново. Он уже даже привык к этому чувству и боролся со своим противником все дольше и дольше. На протяжении всего этого процесса он чувствовал практически все виды боли, какие только мог вообразить. Он мог отличить боль от различных костей и частей тела. Эта бесчеловечная пытка, от которой он страдал, была сродни форме закалки. Однако эта закалка, казалось, делала его сильнее. Каждый раз, когда он испытывал боль и старался атаковать своего ужасающего противника, Хуихао чувствовал, что его ментальная устойчивость становилась все более и более сильной. Это чувство не было приятным, но Хуихао мог ясно ощущать свое улучшение. Через некоторое время он оказался на грани краха. Он упал в обморок, но Тансан не убил его на этот раз. В этом странном месте раны заживали с невероятной скоростью. Хуихао смог ясно почувствовать, как его раздробленные кости снова собрались вместе. Его сломанные меридианы снова соединились. Он все больше привыкал к ужасающей боли, чем дольше сражался. Когда он, наконец, снова встал с земли, все вокруг было пустым. Сине-золотая фигура исчезла. Хуихао был ошеломлен. Испытать этот незабываемый опыт должно быть достаточно, чтобы пройти. Если ему придется пройти через это снова, он может действительно сойти с ума. На этом его испытание завершилось. Возможно, вы спросите, а зачем Тансан это делал? Зачем он убивал Хуихао сотни раз и снова возвращал его к жизни? Все просто. Это закалило Хуихао, а не было обычным издевательством. Тансан, сам будучи на боевом континенте, прошел через ряд сложнейших испытаний, жертвовал собой, умер ради Сяову, проходил испытания морского бога. И все это помогло ему стать тем, кем он есть, величайшим из богов в божественном царстве. Это же будет полезно и Хуихао, как будущему зятю, если он хочет быть мужем Танутун. Не сказать, что Хуихао все дается легко, и он живет легкой жизнью. Уже к этому моменту Хуихао несколько раз находился на грани смерти, когда спасал товарищей, а также Ван Дунер. Ради того, чтобы стать сильнее, он также многое пережил. Но, видимо, Тансан решил, что нужно что-то пожестче. И это так, ведь когда долина Инь-Янь спросила Тансана, а не слишком ли это, Тансан ответил: без шторма разве может быть радуга? Без неудач человек не научится ценить вещи. А еще добавил: если бы это был просто мой зять, однако мои личные ожидания на его счет не так просты. А дело в том, что Тансан планировал передать одно свое божественное положение Хуихао. И нужно же убедиться, что это достойный кандидат. После всего этого Хуихао чувствовал себя чрезвычайно уверенно. Мало того, что он потерял всякий страх из-за постоянной смерти и воскрешения, вместо этого он был готов. Жестокие пытки, которые он испытал, прошли не зря. Его способности и ментальная устойчивость значительно улучшились. Хуихао почувствовал, что его духовная сила вернулась в норму, а ментальная сила больше не подавляется. Да, таким было испытание Хуихао в оригинале. Но оно еще не закончилось, поскольку Ван Дунер все еще находится в коме. В аниме, возможно, сделают это испытание немного мягче и легче, поскольку Тансан и Сяову, кажется, не против Хуихао, а приняли и одобрили его в качестве мужа. Когда Ван Дунер призналась Хуихао в своем реальном облике, Тансан и Сяову, довольные, наблюдали сверху. Посмотрим, как же будет в аниме. А по-вашему, правильно ли сделал Тансан? Не перегнул ли он палку с этим испытанием? Напишите ваше мнение в комментариях, ведь Хуихао пришлось крайне туго. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.